Ух, друзья мои, такие десерты я готова есть все лето. Минимум сахара, без выпечки, полезный, белковый и готовится на раз, два, три. Сегодня покажу, как я это приготовила. Уж поверьте, это очень вкусно. Если сынишке нашему понравилось, то это точно нужно готовить. 15 граммов желатина, быстро растворимый. Заливаю молоком. Общее количество молока у меня 160 мл. Половина пойдет в желатин, пусть набухает, а остальное добавим в творожную массу. Все, отставляю минут на 10. Основным ингредиентом будет творог или творожная масса. Я ее делаю сама. Посмотрите, какая красота. Вчера сделала, сегодня уже можно использовать. А как я готовлю этот творожок, покажу в конце видео. Все, 400 граммов. Перекладываю в миску. Ой, вообще красота какая, смотри. Есть? Есть. Пусть будет 409. К творогу добавляю щепотку соли, подсластитель. У меня это будет мед. Конечно же, можно заменить на сахар, на заменитель сахара. Что любите? 2 столовые ложки. И сюда же оставшееся молоко. Берем чудо-приспособление и все измельчаем. Все, секунда дела и готово. Желатин настоялся, немножко так набух, нужно его растворить. Я это буду делать в микроволновке импульсами. По чуть-чуть. Перемешиваю и снова ставлю. Можно это сделать и на водяной бане, но мне так быстрее. Вот, уже начинает распускаться. И так 3-4 раза. Оп, вот, все, отлично. Некоторое время еще немножечко перемешаю, буквально 1 минутку. И все, вижу, желатин полностью растворился. Он горячий. Для того, чтобы снизить температуру, беру эту творожную массу и немножечко вот так вот смешиваю. Все, и сюда. Масса получается такая нежная, воздушная, приятно пахнет. О, десерт получится на славу. Будете готовить все лето своим родным и близким. Все, готово. Беру форму. У меня 18 сантиметров диаметром. Оборачиваю пищевой пленкой. Выливаю. Немного пристучу, чтобы был ровный. Накрываю тарелкой и убираю в холодильник часика на 2-3. А пока застывает творожная часть, предлагаю сделать еще очень вкусную фруктовую часть, друзья. Она идеально подходит. Сразу в мисочке 10 граммов желатина, миллилитров 40-50 водички. Размешиваем и оставляем, чтобы он растворялся здесь уже. А я беру сотейник. Какие-то фрукты. У меня сегодня персики, граммов 250. Конечно же, можно абрикосы, вишни, смородину, что есть. Нарезаем. Добавляю немножко воды, чтобы на начальном этапе не подгорело. И ставлю на огонь. Их нужно хорошо растушить. Прекрасно. Персики стали практически мягкими. Добавляю столовую ложку сахара. Не хочу, чтобы было слишком приторно. Снова перемешаю. Все, сахар растаял, персики мягенькие, можно выключать нагрев. Беру блендер и все хорошо измельчаю. Готово. Беру подготовленный желатин сюда и быстренько растворяю. Все, когда желатин растаял, нужно эту смесь немножко остудить. Поехали. Опа. Оп. Важно, чтобы творожная часть подзастыла. Все прекрасно. Фруктовая часть у нас тоже остыла. И теперь наливаем.
Аккуратненько. Я это делаю на ложке, мне так муж сказал. Правильно, любовь моя? Правильно, правильно. Как же это красиво, а как это ароматно. Ну, я себе оставлю пооблизывать. Снова накрываю тарелкой и ставлю в холодильник уже до полного застывания. Я думаю, часик-полтора и будет все готово. Вот. Можно будет наслаждаться очень вкусным, освежающим десертом. Без всяких выпечек и всего остального. Хозяюшки, это бесподобно вкусно. Прошло еще 2 часа, и я думаю, что все уже здесь застыло. Уже хочу, друзья мои, такая жара на улице. Я уверена, он сейчас меня охладит и освежит. Оп. Ух ты! Да, все застыло. Оп. Ух ты! Но мы еще не знаем, все ли у нас здесь застыло. Ну, красиво, да? Готовы? Конечно, готовы. Ну, давай, Сережечка. Я хочу разрезать его как тортик. Оп. Посмотрите, какая красота. Слои хорошо застыли, он хорошо держит форму и очень красивый. Все, снимаем пробу. Я-то уже знаю, что это вкусно, но хочу же и вам показать. Посмотрите, прекрасно держит форму. Он очень ароматный, персиковое желе просто бесподобно сюда подходит. Конечно же, можно использовать любые фрукты. Сахара добавить больше или меньше. У меня такой совсем-совсем легкая сладость. Быть добру. Во. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких и наслаждайтесь жизнью. А сейчас, хозяюшки, покажу, как просто в домашних условиях всего из 2 литров молока сделать большое количество творожной массы или творога. Разворачиваю. Посмотрите, какая красота, какой нежный получился. Сейчас мы его взвесим. Какой отличный результат. Ух ты, друзья! Получилось 860 граммов нежного, вкусного, в меру кислого творога. В кастрюлю выливаю 2 литра молока. Оно само спешит сделать вкуснятину. Беру натуральный йогурт. Это может быть греческий или самый-самый обычный. Даже, друзья, сметана может быть. Жирность готового продукта полностью зависит от жирности составляющих. Включаю нагрев. Как только жидкость стала такая приятно теплая, выключаю нагрев и ставлю в теплое место. Время закваски может занять от 6 до 14 часов. Я ничего перемешивать не буду, а просто возьму нож и вот так вот нарежу на мелкие кубики. Я всегда, друзья, этому процессу радуюсь, как ребенок. Посмотрите, какая красота. Видно? Сейчас включаю нагрев на 5. Ждем. Прошло 10 минут. Уже видно, что отделяется сыворотка. Если горячо, прям так горячо-горячо, но еще терпимо. Достаточно. Выключаю нагрев. Отставляю в сторонку, потому что у меня конфорка еще очень долго горячая. И даю полностью остыть. Как только содержимое остыло, убираю в холодильник на ночь. А утром получим из этого количества 2 килограмма творога. Ставьте лайки, друзья. До скорых встреч. Миска. Сито. Ой, ну немножко переколотила я его здесь, конечно. Удалось. Собираю края. Да, конечно же, хорошо, что у меня есть помощник. Подвязываем его. И оставляем на время, чтобы стекла сыворотка. Друзья, но я уже вижу, что у меня отличный результат. Сыворотка прозрачная, красивая, очень вкусная. Творожка получилось довольно-таки много. Вот это мне всегда не хватает на это терпения. Так мне хочется, чтобы быстрее это все. Солнышко, пусть стекает. Все.